«КазАзот» – единственный в Республике Казахстан производитель жидкого аммиака и аммиачной селитры. Растущие потребности населения страны в продовольствии трудно было бы удовлетворить без использования минеральных удобрений. В течение 50 лет «КазАзот» выпускает аммиак и азотные удобрения, повышающие урожайность. И символично, что именно с выпуска продукции начинается отсчет истории завода. А прямо на третьей нитке делали мешки и вагоны затаскивали. Вот я на этом первом мешке прокатился прям вагон. Запустили завод, было очень такое радостное событие, когда делали интрофоз, амофоз. И вот когда запустили и всем дали премию хорошую. При запуске я получил где-то около 3000 рублей. В советское время 3000 рублей я купил Запорожце себе. 29 августа 1969 года. В этот день состоялся митинг, который открыл первый директор ПГМК Григорян Рубен Арамаисович. Перед собравшимися были уложены первые 12 мешков удобрений. Дата выпуска первого нитрофоса стала днем рождения азотно-тукового завода АТЗ. Своим рождением азотно-туковый завод обязан постановлению 1958 года Совета министров СССР об образовании комбината номер 1 на полуострове Мангышлак. В будущем комбинат переименуют в Прикаспийский горно-металлургический комбинат ПГМК. История создания азотно-тукового завода неразрывно связана с историей Прикаспийского горно-металлургического комбината и города Актау. Строительство азотно-тукового завода, или АТЗ, началось в 1968 году. Одновременно с азотно-туковым велось строительство серно-кислотного и химико-гидрометаллургического заводов. Мангышлак объявляется всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Со всех концов страны на полуостров прибыли специалисты и молодежь. Прибыли мы на этот Мангышлак в 1968 году. По комсомольской путевке привезли самолетами 2 группы людей. Потом привезли еще больше Днепропетровска, Днепродзержинска, Новомосковска, Киргизии, Павлограда. Был молодежный город. Строили здесь заводы. Азотно-туковый завод, КГМЗ. Многие остались здесь, многие уехали. Но факт, что завод построили. Люди работали. Я проработал здесь с 1968 года, пока не ушел на пенсию. Первые тонны удобрений были получены на привозном аммиаке и азотной кислоте, поэтому параллельно силы строителей были подключены на монтаж их производства. Для ускорения монтажа цеха САК слабой азотной кислоты был применен метод укрупненной сборки технологического оборудования. Абсорбционные колонны, визитная карточка завода, собирались сначала на земле, а потом поднимались уже в готовом виде. Уникальный подъем 100-метровой трубы для хвостовых газов длился более 3 часов. В 1970 году была принята в эксплуатацию первая очередь производства слабой азотной кислоты цеха синтеза аммиака. Первым директором завода стал Карко Станислав Бонифатьевич. В последующие годы предприятие продолжало расти. В 1974 году был выпущен первый амофос, которому в 1983 году был присвоен знак качества. В конце 70-х годов завод посетил руководитель советской атомной промышленности, министр среднего машиностроения Славский Ефим Павлович. Именно он в свое время настоял на производстве аммиака и азотной кислоты на полуострове Мангышлак. В 1982 был достигнут годовой выпуск минеральных удобрений более 4 миллионов условных туков. А потом наступили 90-е. После развала СССР и разрушения всех экономических связей у завода сменилось много хозяев. Все попытки возродить азотно-туковый завод, восстановить мощности ничего не давали. Предприятие было на грани банкротства с большой кредиторской задолженностью. Во время того, как
завод стоял, и все предприятия в стране стояли. Коллективу удалось сохранить основные цеха, основные производства, малыми потерями выйти из такого кризиса и усилиями специалистов завода запустить предприятие. Специфическое производство, единственное в Казахстане, и персонал подошел внимательно к состоянию оборудования, к тому, чтобы его не разворовали. Руководство обратило внимание на то, что если будет, так сказать, разворовано оборудование, то завод работать не будет. Заводу удалось выстоять в тяжелые годы. И самое главное – сохранить коллектив, настоящих профессионалов отрасли. Несмотря на старания коллектива сберечь производство, время не щадит никого и ничто. Завод был построен в советское время, а значит, к началу нового тысячелетия основное производственное оборудование было изношено. Назрела необходимость модернизации. С 2011 года предприятие – участник первой пятилетки государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана. В 2013 году была проведена программа реконструкции и модернизации производства аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры. Проведенные мероприятия по модернизации позволили не только увеличить количество, но и улучшить качество продукции. Благодаря поддержке правительства и Елбасы завод ежегодно увеличивает объемы выпускаемой продукции и реализации. После составления нашей программы по развитию, модернизации, реконструкции предприятия, Казазот вошел в программу, государственную программу форсированного индустриально-инновационного развития. Также мы вошли в программу «Дорожная карта 2020» фонда ДАМУ. Проводились переговоры со Сбербанком по привлечению денежных средств, и государство по той программе «Дорожная карта 2020» и государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию. Мы были включены в карту индустриализации государственную, и государство нам компенсировало процентную ставку при получении кредита именно на модернизацию этих трех программ по цеху аммиака, цеху азотной кислоты и цеху сложных минеральных удобрений. В 2013 году был приглашен на должность главного инженера Казазота. В то время завод работал примерно на половину мощности, и были проблемы с нормальным работом оборудования и с выпуском продукции. Но благодаря, так сказать, коллективу, благодаря усилиям персонала за период работы с 2013 года удалось поднять производительность до проектной. В 2010 году генеральным директором ТОО «Казазот» был назначен Ураков Кенис Нурмагомбетович. Важным событием стал телемост «Новая индустриализация», результаты 2014 года и первой пятилетки с участием главы государства. Для дальнейшего развития предприятия необходимо было решить вопрос об источнике сырья и электроэнергии. Газ – это основное сырье для синтеза аммиака, а химическая отрасль – очень энергоемкое производство. В решении этого вопроса огромную роль сыграла поддержка правительства и главы государства. В 2015 году филиал ТОО «Казазот» получил право недропользования и начал осуществлять добычу природного газа на месторождении Шагырлы-Шамышты. В 2016 году ТОО «Казазот» реорганизовано в акционерное общество «Казазот». Была запущена собственная газопоршневая электростанция мощностью 38,9 МВт с современным оборудованием Вärtsilä. Сегодня завод – единственный в Казахстане производитель азотных минеральных удобрений с численностью персонала 1300 человек. С 2009 года АО «Казазот» является поставщиком субсидированных минеральных удобрений в рамках государственной программы развития АПК «Агробизнес-2020», ежегодно увеличивая объемы реализации отечественным аграриям.
Аммиачная селитра используется в качестве взрывчатки в уранодобывающей и горнодобывающей промышленности. На предприятии внедрена автоматическая линия фасовки готовой продукции в биг-бэге. Имеется собственный парк цистерн. Благодаря поддержке Банка развития Казахстана снизилась себестоимость продукции АО «Казазот». Это сделало продукцию предприятия конкурентоспособной на мировом рынке. АО «Казазот» является национальным экспортером азотных минеральных удобрений. Его продукция поставляется в страны СНГ и Восточной Европы: Россию, Беларусь, Украину, Азербайджан, Грузию, Эстонию, Литву, Венгрию, Туркменистан, Таджикистан, Киргизию и Индию. Мы с 2012 года в Казахстане проводим совместно с Казфосфатом аграрный форум, на который приглашается Министерство сельского хозяйства, приглашаются ученые с Академии наук Казахстана, ученые с Узбекистана, Киргизии, с Российской Федерации, с Украины, с прибалтийских государств. Также мы приглашаем на этот форум всех фермеров, всех сельхозпроизводителей Казахстана, также и зарубежных, где делимся опытом по применению удобрений, по расширению линейки минеральных удобрений, о культуре применения удобрений в сельском хозяйстве. И на сегодняшний день в Казахстане уже развита та культура применения минеральных удобрений. Много есть хозяйств, которые подняли производительность, подняли количество применяемых удобрений, то есть расширение линейки. На сегодняшний день я думаю, что Казазот должен занять то главенствующее место в поставке удобрений в Казахстане, быть передовым предприятием с расширением не то, полной линейки и расширением объемов производства. Казазот большое внимание уделяет уменьшению негативного воздействия на окружающую экосистему, а также качеству выпускаемой продукции. Именно поэтому испытательный центр предприятия прошел добровольную процедуру аккредитации в области оценки соответствия. В состав испытательного центра входят 3 цеховые лаборатории, ведущие технико-технологический контроль основных производств. Лаборатория воздушно-водного контроля проводит в том числе мониторинг используемых нормативно чистых вод и санитарного состояния воздуха рабочей зоны. Отдел технического контроля проводит тщательный анализ входного сырья и выпускаемой продукции. Спустя полвека со дня основания можно сказать, что Казазот является одним из крупнейших и успешных предприятий региона и страны, способным ставить большие цели и эффективно развиваться, достигая прогресса. Обладая мощным производственным и научно-техническим потенциалом, предприятие готово развиваться дальше. Компания неоднократно становилась дипломантом первой степени конкурса «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучшие товары производственного назначения». Но главным активом и ценностью АО «Казазот» всегда были и остаются люди. Сотрудники предприятия за качественную работу и вклад в развитие экономики региона были награждены благодарственными письмами, грамотами Акима Мангистауской области и нагрудными знаками Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Впереди много амбициозных планов. Опыт и профессионализм сотрудников компании, поддержка государства позволяют с уверенностью рассчитывать на успех всех поставленных задач.